Здорово-здорово, братишки-сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nixon Play. Победителем прошлого розыгрыша стал Саня Рашпиль. Поздравляю тебя, приз я отправил на кладовщика кухни гурмана. А кому не повезло, не расстраивайтесь, для вас у меня новый розыгрыш. Эти вещи дали злой Бука и снова здорово. Спасибо вам большое за поддержку канала и помощь сталкерам. Для того, чтобы принять участие, нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 8 апреля. Розыгрыш проходит на сервере EO1. Тема с артефактами в зоне очень глобально. Рассуждать и рассказывать про нее можно абсолютно бесконечно. Именно сейчас меня и тебя интересует выгодный сбыт найденных артефактов в зоне. Сразу уточняю, что рассказываю про свои методы сбыта артефактов. Если что-то не так или не по-вашему, господа просматривающие, прошу не извить в комментариях, а наоборот добавить свои способы и методы, чтобы люди, которые их читали, могли узнать полезную информацию для себя. Да простит меня мой друг Саня Сейкфо. И кстати, на его канале намного больше информации про артефакты. Советую заглянуть, ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. За мое довольно долгое время пребывания в зоне я пробежал по ней немалое количество километров и много чего повидал. Не скажу, конечно, что знаю зону вдоль и поперек, но тем не менее хоть что-то, да и видел я в ней. И этим полученным опытом я хочу поделиться с тобой. На данный момент для себя я выявил 4 локации, на которых мне комфортно и довольно прибыльно собирать артефакты. Это аэропорт, Тунгуска, Караван и Новая Земля. Хотя последний, по моему мнению, к комфортности вообще никакого отношения не имеет. Начну, пожалуй, с самой примитивной и легкой локации, которая подойдет даже для новичков. Аэропорт. В нем перед ущельем в квадрате B4.2 и B4.4 расположилось довольно обильное количество инфракрасных аномалий. Они рождают в себе экраны различных модификаций. Раньше это аномальное поле было еще больше и захватывало все побережье сплошняком, до квадрата B5.2. Затем его зачем-то сузили до нынешних размеров. Хоть поле и понищало после обновления, желающие пофармить там не бросили свое ремесло. И доит это поле по сей день. Так куда же носить добытый хабар? Лучшим решением в тех краях будет сдавать артефакты рыжему. Сидит он в доме, возле дороги, деревушка в квадрате А24. Принимает он артефакты не по самой высокой цене, но зато за каждый сданный артефакт дает определенное количество очков торговли хутору сибиряка. Накопленные очки торговли можно тратить у него же на всякую электронику. Электронику ты можешь продавать сталкерам или использовать для квестов. Вот, например, совсем недавно, проходя квесты, я сэкономил кучу денег, купив электродетали у рыжего, а не с доски. Следующее место фарма — это локация Тунгуска, конкретно место вокруг взлетной полосы. Там огромное поле, которое поглотило квадраты Г2, Г3 и Г4. Все те же инфракрасные аномалии, как и на аэропорту, только тут их в разы больше, а следовательно и артефактов на этом поле будет намного больше. Собранные артефакты ты можешь отнести в поселок Радиус, квадрат С23, Белоручки, это местный медик. Артефакты он скупает дороже, чем рыжий, но не дает очков торговли. Если тебе нужна электроника, можешь сдавать их также рыжему на аэропорт. Много времени у тебя на это не уйдет, так как переходы там находятся прямо под носом. Выкупит рыжий у тебя их дешевле, но зато даст очки торговли, которые ты сможешь потратить на свои дальнейшие нужды. Здесь уже выбирай, что тебе будет лучше, сдавать белоручки или рыжему. Чтобы не тратить уйму денег на переходы, советую тебе ввести промокод Nixon в меню игры. Он даст тебе премиум абсолютно бесплатно, а с ним денег за переходы требуется в 2 раза меньше. Плюс еще удваивается получаемый опыт и шанс добычи дорогих предметов с мутантов. Совсем не важно, где ты играешь, Steam, ВК или Launcher, промокод работает абсолютно везде. Вводи промо прямо сейчас и пользуйся халявным премиумом на здоровье. Локация Караван. Длинная туннельная карта, на протяжении которой ты встречаешь как одиночные аномалии, так и большие их скопления. Вот уже несколько стримов подряд я бегаю по этой локации и собираю артефакты. Отмечу, что эта локация мне очень нравится. Собранные артефакты я сдаю медику Белоручки в поселке Радиус, квадрат С23. На аэропорт же к рыжему я бегать не рискую, потому что был инцидент, и по пути на аэропорт с меня вытрясли половину моего улова. Новая Земля. Отмечу, что это моя не самая любимая локация, и собирать артефакты в всех краях мне не очень-то и нравится. Но тем не менее, для разнообразия заглядываю изредка туда. Собранные на Новой Земле артефакты я продаю прямо там же Артему, в квадрате B4.3, в домике на берегу. За них он дает деньги и очки торговли, которые можно потратить у него же на зимнюю экипировку, например. Также щиты бета можно носить на остров Южный Плевко и обменивать на патроны 5.45 БС, затем продавать их на доске. Выходит тоже неплохо. Но не все найденные артефакты я продаю торговцам в скупку. Например, 5 подушек бета и 5 экранов бета можно продавать сталкерам, так как такой набор требуется для квеста возвращения блудного брата. 10 экранов бета и 10 экранов гамма требуется на квест алфавит зоны или сизифов труд. 4 экрана бета, 6 подушек бета и 2 стабилизатора бета требуются на квест артефакты для ватмана. Сюда же можно отнести востребованные среди сталкеров сеты артефактов. Например, сет подушек альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон. Также сет щитов бета, гамма, дельта и эпсилон.
Альфа-щит никому особо не нужен, либо из-за того, что часто попадается, либо просто не одевают его на поезд. Я не PvP-шер, поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос. Также очень хорошо продается артефакт грелка. Требуется для более комфортного перемещения по новой земле. Грелку можно найти на локации караван в аномалиях жарко. Засовываешь грелку в малый контейнер для хранения артефактов и выставляешь его на доску за 600 тысяч. Отлетает просто в миг, проверено. Я рассказал все способы сбыта артефактов, которыми пользуюсь по сей день. Если что-то не сказал, прошу добавить свой способ в комментариях, чтобы другие сталкеры прочли и узнали о нем. А для того, чтобы артефакты не исчерпали свой заряд до тех пор, пока ты собираешь полный набор, ложи их в специальный контейнер для артефактов. И заряд садиться не будет до тех пор, пока ты не достанешь этот артефакт обратно из контейнера. Сбор артефактов довольно интересный и завораживающий процесс. Очень жаль, что я раньше им пренебрегал. Конечно, миллиардов ты быстро не заработаешь, но удовольствие от сбора получить однозначно можно. Это как на рыбалке. На связи был Никсон. Обязательно подписывайся на канал и пиши комментарий. Для меня это очень важно. Написав комментарий и подписавшись на канал, ты ничего не потеряешь. А мне будет очень приятно наблюдать на обратную связь от зрителя за мои старания. Увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.